тяжелого рабочего дня порой так и хочется надавать кому-нибудь да посильнее, и от последствий таких действий нас спасают различного рода экшены, позволяющие выплеснуть весь негатив в игре. Всем доброго времени суток, вы на канале Геймпедия, и сегодня я расскажу вам о 10 лучших играх жанра экшен по мнению критиков. Сюжет игры связан с военными действиями начала 21 века. Одиночная кампания дает игроку возможность поиграть за некоторых бойцов спецслужб США, Великобритании и регулярных частей. Действие игры происходит в России, Азербайджане, Украине и на Ближнем Востоке. При этом в игре присутствует мультиплеер, в котором игра позволяет испытать весь свой арсенал в бою против других игроков. Это музыкальная VR-игра, суть которой заключается в управлении двумя световыми мечами для разбивания блоков, летящих в ритм музыки. При этом присутствуют блоки, которые можно ударить только с одной определенной стороны, а есть те, которые можно разрушать с любой стороны. Для усложнения в игре есть стенки, от которых нужно уклоняться, а также мины, взрывающиеся при соприкосновении. Если тебе всегда хотелось безразборно уничтожать все, что движется, то тебе сюда. В этом сетевом шутере присутствует несколько режимов игры, позволяющих насладиться геймплеем как в одиночку, так и со всей командой. А достаточно быстрый темп игры лишь еще больше раззадорит игрока. Последняя вышедшая на данный момент часть серии, вышедшая после перерыва в целых 12 лет, позволяет нам посмотреть на суровый полный монстров мир глазами Алекс Венс. По ходу игры мы сможем узнать еще больше о ее отце Илае Венсе, а также их борьбе против цивилизации Альянс, пытающейся захватить Землю. Действие игры происходит в 1912 году в вымышленном летающем городе Колумбия. Главный герой, частный детектив Букер Дэвид, проникает в город в поисках девушки по имени Элизабет. Позже Букер и Элизабет оказываются в центре войны между властями города и мятежными рабочими. Благодаря сверхъестественной способности Элизабет создавать разрывы между параллельными мирами, герой раскрывает мрачные секреты города и своего собственного прошлого. Вы безымянный солдат, разбуженный утром своим командиром. Неизвестный враг под кодовым именем Quake опустошает вашу военную базу, засылая легионы смерти через телепортационные врата, называемые Слипгейт. Вы призваны возглавить операцию по возмездию контрудара, пройти через эти врата на территорию врага в другом измерении и уничтожить его. Геймплей этой игры состоит из головоломок, построенных на использовании специального устройства для создания порталов, разрывов в пространстве, позволяющих игроку мгновенно перемещаться из одного места в другое. При этом в игре присутствует кооперативный режим, который позволяет пройти уже новые головоломки вместе с другом. Главный герой, молодой человек по имени Джек, в результате авиакатастрофы попадает в подводный город Восторг, скрытый на дне Атлантического океана. Восторг был создан миллионером Эндрю Райаном в качестве идеального с его точки зрения общества. Однако открытие вещества под названием Адам, дающего людям сверхчеловеческие силы, а также все более сомнительная политика Райана, установившего вопреки собственной философии в городе жестокую диктатуру, расколола общество Восторга и в конечном счете привело к гражданской войне и падению утопии. За всеми событиями игрок наблюдает глазами главного героя Гордона Фримена. Действие игры происходит в гигантском сверхсекретно-научно-исследовательском комплексе Черная Меза. По прибытии Гордона все идет нормально, он изучает лабораторию, получает свой рабочий костюм, но на этом хорошее заканчивается. Происходит катастрофа, после которой лаборатория наполняется пришельцами, пытающимися убить всех выживших в исследовательском центре. А целью Гордона отныне будет не спокойная работа, а попытки выжить и остановить инопланетный апокалипсис. Спустя несколько десятков лет после событий первой части протагонист Гордон Фриман пробуждается из стазиса, одновременно слушая то, как его ждут великие дела. В этой части нашими врагами будут выступать не только Зен, те самые инопланетные существа из первой части, но заодно и Альянс, целью которого является создание инопланетной империи, которая смогла бы управлять всей вселенной. На этом видеоролик подходит к концу, мы еще увидимся здесь, а пока что вы можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий по интересующему вас вопросу или же просто для оценки видео, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.